Муж с женой занимались разведением домашних животных, кур, свиней на собственной ферме. Детей у них не было, и они решили завести собаку. Завели маленького щенка-лабрадора. Но вскоре семья распалась, и жена переехала в город. А щенок остался на ферме. Странно, почему она не увезла его с собой. Он грустный бродил по ферме, никому не нужный, скучая по хозяйке. Мужчина злился на весь мир за свой распавшийся брак и вымещал всю злость на щенке. Когда у щенка раздулся живот и он не мог не только ходить в туалет, он уже почти не мог передвигаться, мужчина отвез его в приют в тяжелейшем состоянии. Так 6-месячный лабрадор попал в приют «Лохматая душа». Такого ужаса никто никогда не видел. Вести его в клинику было опасно, и вызвали скорую помощь. Счет времени шел на минуты, в любой момент желудок мог лопнуть и разорвать диафрагму. Даже ребра как-то странно выглядели, а зашлись в стороны. Несколько дней Крис, так его назвали, находился под капельницей. Одновременно был поставлен дренаж, чтобы вывести всю гадость, которая скопилась в желудке. Пока все круглосуточно спасали щенка, хозяин написал заявление о краже собаки и через неделю приехал в приют в сопровождении участкового. Не была задокументирована передача собаки, важнее было спасать щенка, но было много свидетелей передачи и видеоспасения. Иначе все могло бы сложиться по-другому. Если бы это случилось сегодня, то можно было бы на него подать в суд на основании нового закона об ответственном обращении с животными. Оставлять в приюте Криса было опасно, он нуждался в длительном лечении, сложной диете и постоянном наблюдении кардиолога. Страшная болезнь дала осложнение на сердце. Крис был передан московской команде помощи лабрадорам. Непрерывно шла борьба за его жизнь. После стабилизации его состояния начали поиск семьи, особенной семьи для особенной, годовалой собаки. И такая семья была найдена, любящая, особенная, которая не побоялась трудностей. За Крисом был достойный уход, режим, диета, никаких физических нагрузок и наблюдения врача. Но прогнозы кардиологов были неутешительны, сильно посажено сердце. К сожалению, через 2 года его сердечко остановилось, малыш ушел на радугу. Ушел во сне. Это история о человеческом безразличии и невежестве, которые привели к трагическому исходу. Крис, невинный ребенок, стал жертвой развода, глупой мести.